Друзья, всем привет! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие, чтобы увидеть самые странные и невероятные водопады в мире. Вы сможете убедиться, что водопады — это не только зрелище, но и магия природы, способная создавать настоящие шедевры. Вы когда-нибудь слышали об окаменелом, огненном или кровавом водопаде? Или знаете ли вы, какой водопад считается самым высоким или самым красивым в мире? Мы дадим ответы на эти вопросы, а также покажем вам такие уголки нашей планеты, при виде которых замирает дыхание. Готовы прогуляться по местам, которые увлекают и успокаивают, наполняют энергией и поражают своей масштабностью. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить ни одно новое видео. А теперь давайте вместе исследуем природу водопадов. Огненный водопад «Конский хвост» Horsetail Fall, США. Водопад «Конский хвост» находится в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, на восточном склоне горы Эль-Капитан. Высота его около 650 метров. Водопад получил свое название из-за внешнего сходства с хвостом коня. При взгляде на этот водопад кажется, что струи вулканической лавы низвергаются с огромной высоты, а полыхающие языки пламени пытаются прожечь скалу. Фантастика? Нет. Всего лишь оптическая иллюзия. Ежегодно только на протяжении нескольких дней в феврале можно увидеть редкое природное явление – отражение лучей закатного солнца в падающем потоке водопада. Водопад становится огненно-оранжевым и создается впечатление, что с вертикальных склонов стекает не талая вода, а сверху льются потоки лавы или расплавленного металла. Неудивительно, что к этому времени у водопада собирается множество туристов. Водопад Сельяландсфосс, Исландия. Это один из самых известных и посещаемых водопадов страны, а также одна из самых фотографируемых достопримечательностей во всей Исландии. Он и вправду завораживающий, по-другому просто не сказать. Водопад находится на реке Сельсьяландсауи и возвышается на 60 метров над скалами бывшей береговой линии. За местом падения воды образовался грот, что дает возможность любоваться водопадом с разных ракурсов. Вы можете свободно зайти за его водную завесу и обойти его по кругу, однако будьте осторожны, так как камни и земля позади водопада скользкие, особенно зимой. И не забудьте надеть водонепроницаемую обувь и дождевик, чтобы не промокнуть. Водопад Сельяландсфосс особенно красив на закате, поэтому рекомендуется его посещать в вечерние часы, когда освещение вокруг становится более насыщенным. Водопад Анхель, Венесуэла. А знаете ли вы, что это самый высокий водопад в мире? В высоту он достигает фактически километра. Водопад находится в национальном парке Канайма на реке Кере. Он низвергается с вершины горы Ауян-Тепуи. Высота падения воды настолько велика, что до земли долетает лишь туман. Однако геологи никак не могут договориться о точных данных измерения водопада, поскольку река делает выемку в кромке обрыва, то свободное падение начинается примерно на 100 метров ниже. Из-за этого цифры разнятся. Называют то 979, то 1054 метра. Сначала вода преодолевает более 800 метров свободного падения, затем, столкнувшись с препятствием, летит вниз еще пару сотен метров. Кроме того, схождение к водопаду Анхель является настоящим вызовом для любителей приключений. Он находится в труднодоступном месте и требует преодоления джунглей и горных хребтов. Водопады Ридо, Канада. Среди многочисленных достопримечательностей города Оттавы отдельного внимания, несомненно, заслуживают и водопады Ридо. Два живописных водопада-близнеца расположены в месте впадения реки Ридо в реку Оттава, неподалеку от старой городской ратуши. Между водопадами лежит так называемый Зеленый остров. Название водопадам дал основатель первых французских поселений в Канаде – Самуэль де Шамплен в 1613 году. Для него вид падающей воды напоминал занавес, что по-французски звучит как «ридо». Позднее в честь водопадов получила название и река Ридо. Летом водопады Ридо поражают своей силой и чистотой потока. Но это не сравнится с тем, как они выглядят в зимний период. Вода замерзает, а потоки превращаются в гигантские ледяные структуры, достигающие значительных размеров. В результате водопады покрываются множеством ледяных сосулек, которые придают им фантастический вид. Водопад Ниагара в США. Группа водопадов на реке Ниагара – это одно из природных чудес света, разделяющее США и Канаду.
Со стороны США к реке прилегает штат Нью-Йорк, со стороны Канады – провинция Онтарио. Ниагарский водопад самый мощный и широкий в Северной Америке. Примечательно то, что Ниагара – это не один, а три малых водопада – Подкова, Американский и Фата, которые имеют общее название. Все три водопада имеют ширину более километра и высоту около 50 метров. Мощный поток воды создает потрясающий вид, наполняя воздух ревом и туманом. Просто представьте, что шум водопада слышен за несколько километров. Посмотреть на этот природный монумент можно с разных точек по обе стороны границы, однако считается, что с канадской стороны вид более зрелищный. Кроме того, вечерняя подсветка, огромное количество аттракционов и развлечений, а также регулярно проводящиеся здесь шоу и фестивали оставляют мощные впечатления. Подземные водопады Руби, США. Опуститься под землю на глубину около 340 метров, чтобы увидеть водопад, поверьте, оно того стоит. Подземный водопад Руби Фоллс находится в городе Чаттануга, штат Теннесси. Он расположен внутри горы Лукаут, в подземных пещерах. Только представьте, а лучше сами отправляйтесь посмотреть, как в большой вертикальной пещере, вымытой за миллионы лет соленой водой, мощный поток воды с шумом обрушивается на 45 метров вниз, образуя чистейшее подземное озеро. Затем поток воды уже из озера течет через горы и впадает в реку Теннесси. В пещере рядом с водопадом установлена подсветка. Прожектора освещают поток воды разноцветными огнями под музыкальное сопровождение. Зрелище потрясающее. Интересный факт. Впервые подземный водопад Руби Фоллс был обнаружен в 1928 году командой местного исследователя пещер Лео Ламберта и назван в честь его жены. Водопад Бигар, Румыния. Что это? Пожалуй, самый удивительный водопад в мире. Водопад Бигар находится на западе Румынии, недалеко от города Бозович. Уникальность этого природного чуда не в мощи или впечатляющей высоте, а в его необычном виде. Недаром в 2013 году, когда журнал The World Geography опубликовал рейтинг 8 самых удивительных водопадов мира, водопад Бигар занял первое почетное место. В чем же его изюминка? Смотрите сами. Протекающая здесь река Минис вдруг встречает на своем пути преграду – скалу из известкового туфа, сплошь покрытую зеленым мхом. Ее воды окутывают эту скалу и плавно стекают серебристыми лучами с 8-метровой высоты снова в реку. Стекающая вода становится похожа на элегантную завесу. Таким образом создается четкая граница водопада, а внутри него формируется такой уютный гротик. Это и есть каскадный водопад Бигар. И выглядит он фантастически красиво. Кстати, зимой водопад тоже прекрасен. Замерзшая вода превращается в сосульки, придавая ему вид хрустального дворца. Кровавый водопад, Антарктида. Кровавый водопад поистине удивительный феномен. Вы только взгляните. В вечной мерзлоте посреди белоснежных просторов низвергается водопад ярко-красного цвета. Это чудо природы находится на леднике Тейлора в сухих долинах Мак-Мердо в Восточной Антарктиде. Необычное и одновременно жутко выглядящее место было обнаружено в 1911 году Гриффитом Тейлором, австралийским геологом, в честь которого и был назван ледник. Тейлор и его команда выдвинули гипотезу, что за цвет ответственны красные водоросли, но на самом деле кровавый водопад появился в результате медленно просачивающейся богатой железом соленой воды. При контакте с воздухом вода окисляется и приобретает кровавый цвет. Источником воды является гиперсоленое озеро, спрятанное на глубине 400 метров под огромным слоем льда. Из-за высокого содержания соли оно никогда не замерзает. Окаменевший водопад Иерве-эль-Агуа, Мексика. Иерве-эль-Агуа находится в мексиканском штате Оахака. Издалека водопад выглядит так, будто с вершины горы срывается бурный поток воды, а вблизи вам может показаться, что кто-то остановил время. Однако никакой воды здесь нет и в помине. Иерве-эль-Агуа возник благодаря теплым подземным водам, насыщенной солью и минералами. Долгие столетия минеральная вода стекала по горному склону, постепенно превращая его в застывшую окаменелость и придавая этому месту такой вид. По сути, окаменелый водопад – это огромный природный сталактит. Кстати, водопад тут не один, их целых два. Малый высотой 12 метров и большой, высотой 90 метров. Ах да, все же водоемы наверху есть. Это подземные горячие источники с
с температурой около 27 градусов. К тому же прудов тут несколько, а некоторые из них ярко-голубого цвета, которые они получили из-за высокого уровня кальция. Подводный водопад Маврикий. Завораживающая и труднодоступная достопримечательность находится в Индийском океане у побережья острова Маврикий. Поверьте, она заслуживает того, чтобы мы о ней рассказали. В этом месте мощные потоки срываются в пропасть под водой. Как такое возможно? В привычном своем понимании это вовсе и не водопад, а оптическая иллюзия. 3D-картина, созданная природой. Обманчивые ландшафты, образованные коралловыми рифами, намывом песка и иловыми отложениями, приводимые в движение сильнейшими подводными течениями, кажутся причудливыми каскадами, вихревые струи которых опускаются прямо на океаническое дно. Рассмотреть водопад с берега точно не получится. Чтобы увидеть природную аномалию во всей красе, нужно подняться в небо. Вы можете купить билет на обзорную вертолетную экскурсию и полюбоваться чудесным явлением природы с высоты птичьего полета. Это была десятка самых странных и невероятных водопадов в мире. И если вы вдруг подумали, что мы забыли упомянуть огромную систему водопадов под названием Игуасу, то не спешите с выводами. Мы уже рассказали об Игуасу в нашем видео «Самые странные границы между странами». Поэтому, если вам интересно, переходите по прикрепленной ссылке. Смотрите и наслаждайтесь. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какой из 10 водопадов показался вам самым впечатляющим.